Итак, оставив на берегу наши лодки с упакованными в них вещами, мы с Ричардом отправились в гости. Заболоченная протока Старица слегка преградила нам путь, но дальше простиралась обычная сухая тундра. Вон впереди вдали Яранги. Мы сейчас к ним придем. Вот они, Яранги, казалось, близко, а идем, наверное, почти 2 километра до них от реки. Нас встретили пожилые жители стойбища. Молодые хозяйки, воспользовавшись погожим денечком, ушли для банно-прачечных процедур на теплые озера. Да, здорово. Для нас это такая экзотика, такие увидеть дома. Экскурсию по стойбищу нам проводил дядя Володя, самый общительный из местных жителей. Для Ричарда он объяснял все особенно доходчиво. Ура! Ага. Просто его сейчас сушат. Ага. Вещи свои сушат. Ненужные в данный момент вещи, покрытые брезентом или шкурами, хранятся здесь на санях. Это шкафы, как назвал их дядя Володя. Гараж, продолжал экскурсию Володя, указывая на этот парк техники под открытым небом. Электростанция. Вся уже. Пластик. Пластик. Да, современные материалы здесь гармонично сочетаются с извечными природными. Покрышки Яранг сшиты частично из брезента, частично из шкур. Да, чтобы не залетали. Вот здесь вот, Да ничего. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Копченые. Как они? Дым. Нормально, да? Ой, сила. Не, сиди. Как еще раз произнесите, пожалуйста, называется озеро, Ольховое озеро по-русски. а если по-чукотски? Гитсемум-Кыгытшин. Понятно. Гыт-гын, да, озеро. А кы что значит? Ольховый. Понятно. Телекей. То есть вся речка, которая из озера вытекает, она называется Телекей? Да. Потом после леса называется Телекей. После леса. Лес же видели? Видели, да. Это осиновый. А вот дальше. Здесь стыковка, и мы сейчас вот здесь вот. Вот Чанталь. А как Чанталь, кстати? Чанталь по-чукотски, это что значит? Санта. Почему так называется? Санта Швеллер. А здесь такие написано Чанталь. Швеллер. Это распадок. Санталь. А Санты. Это как же похороненный был древний оленевод Чукча. Санты. Похоронен был на той речке. Название Санты. Санта Швеллер. Распадок с речки Чанта. Ага. Швеллер. Как она называется по-русски? Географию уже забыл. Ходим. Да. Кочуем. Речка. Речка. То по распадку, то в речку. Здесь вот на Текнае бригада стоит. Ага, понятно. Там тоже 5. Ага. А сколько у вас всего бригад рыбкопийских? Ой, нас много. Было. Не, если сейчас с Билинскими считать нас 8. Я спросила, что там на реке Чанталь нас ждет впереди. Оказалось, оленеводы не раз сплавлялись по ней вниз, и им запомнились бурные участки.
а один порог особенно страшный. Ага. Буран ну вот это вот. Бурная. Доска, она притормаживает вот. Чтобы не разгоняться. С двух сторон завязывали, видели. А лучше пешком. Вон ту бурну. То будет камака. Камака? Это что такое? Ну сейчас-то палочка нету. По-русски. Понятно. Сейчас палочка нету и нормально. Палочка нету. Не, правда, по Чукотке никак не скажешь. Но все равно там каменюк и здоровый, особенно где малый Чанталь, ниже малого Чанталя. Ой-ой-ой, там каменюк. Это река Танюра. Танюрер. 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 А мы там Это поворот был, Вот идет на табе. Полок, Ричард, заходи. Какая? Заходи в полок. В Яранге под основной большой покрышкой устанавливается маленькая палатка, комнатка из шкур, полок. Именно в нем спят, там всегда тепло. Хорошо. На зима тепло, да? Здесь вообще, ух, мех кругом. Потолок тоже мех. Вы ложитесь, ложитесь. Давай. Классно в пологе вообще. Давай сюда. Спокойной ночи. Правильно я? Так, горшок вон он, рядом. О, как же здесь мягко. Как же. Ричард. Вот он, чукотский полок с меховой. Потом закрыт. Здорово. Встань, Да, да. Юхаль, он дуата, там почему дуата. Ричард подарил дяде Володе нож, а еще угостил всех пачкой сигарет. Надо вам всем попробовать. Не надо, зато вы дайте ему. Пачку дайте ему. Здесь. Такая... А, ну. Ну, Это. Ой, а, Можно на ремень, а я тебе свой ремень покажу. Так. вот. Сейчас по-немецки Какие будешь А я не базарить. курю. А кто курит? Шкурки молодых телят на одежду. Ага, на одежду. Угу. Вот лобик, Лобик. Ага. был лобик и глаз черный. Вон, вы заходили. Или что? Камень, да? А, камень. Это для выделки шкур, да? Да. А как этим? А я сейчас покажу. Сейчас она зайдет, да? Ух ты. Вот, спасибо. Ой, не, она, наверное, потом... Только так у меня. У меня там мой один, а это бабушкин. Как это называется? Я не умею правильно выговаривать. Вот это вот. Ну это я сейчас ее выделала, правда. Это я уже какашку я снимаю. Видите, она уже какая стала. О, Она сначала вот коричневая такая, потом она становится зеленой. зеленый, да? Да, ну вот такой цвет. А, Ну вот она, видите, цвет меняет. ага. Да. Потом я ее буду шить. Палатку. Это полок, это маленький, а там палатка на зиму. Только шерсть вверх на улицу. Кожа должна быть внутри.
Это, конечно, я так быстро не умею. Все, да? Показала? Это трудная работа? Ну, делать ногами, если молодые. А, пятками. Да, да. Это чтоб еще ямы не было на них. Ямы, это что значит? Ну, шишки такие вот. Я вот сюда сяду посередине, она потом шишка такая. Нет, выделать. Ну, бабушка вам быстрее объяснит, чем. Все, да? Сказала? По гостям? Здорово, спасибо большое. Вон, Марин, снимай, вон моржовая веревка. А, вот. Моржовая? Ага, кожа. Ух ты. А откуда у вас моржовая? Это вот добывают раньше жить, там, ну, охотники там в поселке, на море. А вот это мимисески. Это уже от шкуры. От оленя. От оленя. Мимисески. Мимисись? Здорово. Это мясо. А, да, вот они, вот эти. А, это привязываются детали каркаса яранги, да? Ну вот, нет, это нарты же. Вот. А, это нарты. нарты. Ах, это нарты, я не поняла. Ага, вот она, нарта. Ага. На старой стоянке я видела, вот как они, копыли называются, да, которые вот здесь вот из оленьих рогов. Вон они. Где? Ну, вот они. А, вот они, вот они. Правильно? Ой, А копыли? там на улице можно посмотреть, на улице. Ага. Да, которые на улице. Вот это копылья из рогов. Да, это рога. Это уже. Видишь, все на завязках. Нету гвоздей. Нету гвоздей. Все на завязках. Вот эту палатку снимаю. Вся покрышка яранги при перекочевках складывается и грузится как раз на эти нарты, что привязаны у входа. С места стоянки видны высочайшие горы Чантальского хребта, куда я недавно поднималась. Оленеводы спрашивали меня, не страшно ли мне в одиночку? Ну, да нет, в принципе, не страшно. Но иногда бывают моменты, что страшно. Нормально? Мясо. Ваня. С нерпичьим жиром. Чай. Это Ты ему вчера вечером давала. потрясающе вкусно. Не, хватит, хватит. Обычаи гостеприимства требовали, чтобы мы с Ричардом непременно посетили все 3 яранги и везде отведали угощения. Как называется это мясо? Кватон. Сухая мясо. Как он? Как ватон? Копченое. Копченое мясо. Ага. Копченое мясо. Нитки. Вот. Масло вот. Там вот сахар. Снимают. Теперь пинком перевести. Это жилы боковые, спинные. Как вон висят, вон, мякушки. Вон длинный. Вон бабушка умеет с них нитки делать. Бабушка, можешь показать? А ты так, типа, грубо покажи. Можно это? Что это, кошка, что ли? Или это мне показалось? А, кофе? Не, Вот Вовка найдет жилку, заставить не помыл. вот с этой. Нет, ну попросил. И иголку удевают, шьют. Шьют, сейчас я его доделаю. Прям чисто потекот, полегонько. Еще. Надо уже показать миру. Так, что еще? Сейчас еще, чтобы вот дети, а тут еще 2, надо, чтобы был 1. Ой, видите, котик. Не лёрт, ничего.
Ага, и теперь можно вот здесь уже одна, да? Да. Вдеваю иголочку. Туши. Так, беру. Так можно зуб вырвать. Давай. О, вот иголка. Надо хоть день. Ой, день, еще как чистое небо. Какие глаза косые. Арина вдевает сама иглу, пробует Оба, и вдели. Все, оба. теперь дырку себе зашейте на Слушайте, одежду. какая нитка, какая плетенка. Классная. Отличная нитка. И рыбу можно такую ловить. Да, можно. Отличная нитка. Ну, вот такую Здорово. можно сделать. Из них такой длинный. Такой длинный только, да? Ну, достаточно, чтобы... Да, здорово. А если с вами Гойма пойдете, куда дальше? Зимнего оленя. Дамы и господа. Ой, я ложку пока не буду убирать. Анфиса, хозяйка этой еранги, всю жизнь живет в тундре. И всех своих 4 детей рожала здесь, вдали от цивилизации. А старики, тем, кому трудно, зимой уже могут жить в поселке Рыркарпий, недалеко от мыса Шмидта. Что Иран совсем забросила, все 5 больше лет. Приехала на зиму уже снова. В Рыркарпий в село. От старости лет уже поселок. Уже здесь они же кочуют. Да, это еще это новый директор не пустил нас вначале, поэтому запустила Иран. Сейчас муж мой, кстати, вы вчера видели. А, Анатолия, да? Да. Ну, все родня. Да. Все родня. Можно сказать, бригада – это одна большая семья. Володя, Ася, Анфиса, Ты, тайк. Тайк, Кав. Самодельные лепешки. По-немецки тайк тоже есть. Тайк, потом хлеб будет. Это тайк по-немецки. Дым? Не. Вот это костюм. Да. По-немецки это тайк. Честно. Ай, собаки. Ай, ну вы привязаны, да. А тем временем мужчины собирались на кочевку за стадом. Летовка, так называется летняя кочевка. Жить они будут в балке, который тащится за трактором. Дети здесь с ранних лет помогают старшим. Все хозяйство. Да. Вообще-то нам очень повезло, что мы застали у Яранг все население. Это потому, что в этот момент олени пока паслись рядом. Теперь пастухи будут направлять стадо по одному из традиционных кольцевых маршрутов кочевки этой бригады. Жрет много, да? Серьезный мужчина. Дочери Володи, Арина и Алина, вернулись с озер. Квадроцикл. Заходим в гости в 3-ю Ярангу. Потом шить с ним. Палат. Вот с этих шкур? Да. Выделанный. Потом домик построить. Зашьет. Буржуйку, печку такую, такими дровами. Это палатка. И что-то гынь, да? Все, Марин, Ой, ты ничего полок так залазь. Ерона.
Полог. Я перепутала. Да, в этой вот еранге помимо полога есть еще и отдельная комнатка-палатка. У нас только такие дурацкие, да? Не знаю. Я одна. За ухо тоже положить. Да как Германия. Мужчины в бригаде все по очереди круглосуточно и летом, и зимой охраняют стадо. Вдали от еранг они могут находиться месяц, а то и больше. Вот если крепкий, еще можно чай положить. Резали Запчасть. вот ножом бы вот такие вот. Ай, елки-палки, ну А, как я? Не На финка. что? Пойдет. Не, она нормальная. Отлично. Толик. Хорош. Можно резать шкуру. Годится. Гуд. gut, хорошо. А я вывод козовый, да? Отлично. Прекрасно. Вот эту. Бесподобно. Замечательно. Вот все говорят, а чук, Великолепно. вот чукчи, как они говорят-то, как вы с ними общались? Они как говорят, по-чукотски? А вы так хорошо по-русски говорите. В советское время заставляли только по-русски разговаривать. Заставляли прям. А Чукотский не забыл. Не разрешали там, в поселке. Только по-русски. На русском. Ну а вы сейчас говорите по-чукотски между собой, Между собой. Только. да? Мы со старым, да, говорим что-то. Но он уже больше, он меньше говорит, чем я. Он уже меня, якобы. Ричард, куда нажимать-то? Я вон на кнопку. Да, да. Кнопочка. Ну, такой, Ага. когда высыпет обратно. Какой? Нажимай и лезвие. Володя очень оценил подарок и подарил Ричарду в ответ настоящий аркан – чаат. Пойдем, я тебя научу. Ага. Пойдем. Чтобы петля аркана затягивалась равномерно, на конце его закреплена костяная деталь, похожая на кольцо, через которое и пропускается ременный шнур, образуя петлю. Правильно собирать аркан в кольца и метать – это целое искусство. Неправильно соберешь, и петля в полете может затянуться, не долететь раскрытой до цели. Пастухи овладевают этой наукой с раннего детства. И вообще, аркан для пастуха, что часы для шейха. В каждом аркане своя особая индивидуальность. Не только по аркану, но даже по манере ношения аркана пастухи уже могут определить издали, кто владелец этого оружия. Да, без аркана оленевод в тундру не выйдет. Ведь в случае чего аркан поможет защититься и от медведя. Ричарду тоже предлагается заарканить оленя. На стоянке оленеводы ходят в торбозах, или, как сейчас Володя, в меховых носках-чижах. Торбоза, они с подошвой из жесткой кожи лахтака, а чижи, они мягкие, целиком из оленей шкуры. Еще раз подробный инструктаж, хитрая укладка аркана в петли. Попробуй-ка, повтори. У оленеводов все это уже происходит автоматически, наработанными движениями, закрепленными мышечной памятью. Оленеводы постоянно тренируются в метании аркана. И если не нужно ловить оленей, в качестве мишени можно использовать оленьи рога. Куча таких мишеней лежит рядом со стойбищем. Отличный полигон для детей. Метать надо мягким движением от плеча, без участия корпуса.
Что ж, для первого раза совсем неплохо. Следующим номером программы развлечения примерка кухлянки. Традиционной национальной одежды чукчей. Раньше женщины носили комбинезоны, керкеры. Теперь уже могут ходить и в кухлянках, только без пояса. А мужчины в кухлянке ходят с ремнем. Да, я поправлю. Древний столб. Да, такие детали еранги хранятся веками, отполировываются ладонями, передаются в наследство из поколения в поколение. Только здесь, под покрышкой еранги, можно почувствовать себя в безопасности, отдохнуть в безветрии. Холод. Незаметно мы с Ричардом как будто слились с течением жизни этих гостеприимных, непосредственных детей тундры. Почувствовали себя в их шкуре. Стали частичкой их большой семьи. Все абсолютно трезвые, не подумайте. Геологический мешок красный тоже пошел в дело. Кусочек обшивки полога. Ой, не полога, а покрышки. Покрышки еранги. Вот такая незамысловатая крыша защищает от непогоды. Дырочка. Чё, правда? Дырочки в шкурах – это следы оводов, личинки которых живут у оленей под кожей, а потом прогрызают шкуру, чтобы вылететь наружу. Вот так висит полог на отдельном каркасе, да. Здесь, видишь, рогатик. Да, да. Опа. А, ее как. Ну, ветрюга какой гуляет. Тент. И все на ремнях, да? То есть, так она... На веревках? То есть на капроновых, что ли? Все на веревках. А, вообще, да, веревки. О, веревка. Нету гвоздей. Да. Очень хорошо. Хитрый. Смекались. Девушки очень веселились от того, что я так дотошно изучаю подробности быта. Мы же хотели поправить. А, буквы. А, давай поправим сейчас. Давай. Букву Т будет поправлять. Видишь, вот, видишь. А, плохо, почему? Она, видишь, снимает. Ой, Еще. Так нормально? Ну, туда говорит чуть пониже. Она потому что упадет, да? Да, один упадет. Так. Один край не упал, конечно, да. Я не знаю. Мы же вон то захватим. Или какой мы захватим? Вон то захват. Ну вот эти пойдет, наверное. Вот эти сзади не надо захватывать. Ой-ой-ой. Конечно, эти же совсем захватывают. Они потом упираются, эти концы, да? Ну, вон там она опустилась и вот там торчала. Ну, пониже, значит, надо делать, чтобы они не упирались. Видишь, по-русски только базар, не по-чукотски. Нет. а это делается от ветра? Да. А если вот так? Они Давай. упираются. Я сейчас говорю пониже. Прихватывают. Потому что вот эти они не загибаются. Вот так? И. Только вот тут, по-моему. И. О, уже нормально. И. Давай. Сира.
А то все думают, чукча в чуме ждет рассвета. Что за дурацкое выражение? Яранга. Чтобы они от ветра не ходили, да? Не ходили, могут сломаться. Угу. Так, а так видели в других ярангах 3 буквы. 3 Т. Еще по бокам. У нас чуть поменьше нас. Ой, опять поднялся. Решили переставить, все-таки не совсем хорошо поставили. Вот это ниже, поэтому она падает. А то ниже все время его. Мы ее сейчас Палкой. Рогатин. Раз. Хватит. Хватит. Нормально. Узлы какие хитрые. Везде узлы у нас хитрые. Морские узлы. Так красиво. Ура, моржа. Морж с клыками который. Чтоб мы сюда идем. Понятно. Чтобы не стиралась подметка, да? И не скользила. О, это как? А где это у вас моржа? Ну, наверное. Моржа. Моржа. Так вот где моржа-то. Это же выражение, прибыль. Нет, а где-то хамадет, вот она из моржа, а это лохтак, по-моему. А у нас давно уже нету. Его зимой съели эту шкуру. Собакам в Ярангу входить запрещено, а щенкам можно. Как его? Кубик. 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 Он? Ага. Как будто бы стат оттуда же отвел, да? Вот они, напротив. Наверное, говорит. О, пришли. У оленеводов есть спутниковая связь. Нам с Ричардом дали позвонить. там же дозвончик. В Германии, я не знаю, утром спать. Ну, дозвончик, что? Да, это работает. Хорошо. Вот к нам в гости идут. Да, эта злополучная протока — единственное коварное препятствие между рекой и высокой тундровой террасой, где расположены яранги.
Да, я сейчас ее подсдула, чтобы она... Так-то она надувается. Чтоб не уплыла. Чтобы не раздуло на солнце. Сразу. Расскажи про лодку. Лодка, то 3 килограмма. Тоже. Но у меня 2 баллона, а у него 1 баллон. Если баллон, пропорится, ну сразу сдуется, а у меня не сразу. А здесь в Яранг столько событий. Приехали с перевал базы, с Плавиного, мимо которой я опять в этот раз прошла, не зайдя туда. Привезли продукты в бригаду на этом вездеходе. Это военная техника, которую оставили на мысе Шмидта, когда поселок расформировали, отдали совхозу оленеводческому. Приехавшие недолго побыли здесь, только разгрузили продукты и сразу обратно. Часть детишек поехала с ними в гости в соседнюю бригаду. В последний момент, мгновенно собравшись, захватив с собой лишь кухлянку и ружье, поехал в гости на перевал-базу и дядя Володя. Обратно он придет пешком. Каких-то 200 километров на вездеходке через перевал для настоящего чукчи не проблема. Хоть бригада и живет при стаде, летом просто так на еду оленей стараются не забивать. Стадо растят на развод. Оленью тушу привезли из другой бригады, где, так сложилось, остались лишние нереализованные туши. Пускай уже оттает. Нас с Ричардом освободили от любых хозяйственных забот, чтобы мы отдыхали. Но Ричард решил помочь с заготовкой дров. Идете, нет? Не надо. Еще мясо не разрезали. А наоборот. Ага, деду нет, когда. Питай. Как он только видит. Хоркает, как олень. А тем временем мужчины наконец-то починили трактор. На литовку уезжают на полмесяца, как минимум. В Ярангах остаются лишь женщины, дети и старики. Грустно расставаться. На полмесяца уезжают, да? Ну да, где-то середине августа приезжают. Ага. Ну как будут телячьи комары забирайте, все, это нам не нужно. Я спросила, а как выбирают путь кочевки? В какую сторону идти? Бригадир решает. Гадают по лопатке, ответила мне жена бригадира Алина. Кочевка происходит не быстро. За день балок перемещается недалеко, может быть на 5-7 километров. В этот первый день трактор переехал реку. Прошел еще немного, и оленеводы остановились у небольшого озера, там, где можно было ловить гольцов. В бинокль от Яранг было видно их стоянку и стадо. «Не скучно ли так надолго оставаться без мужчин?» – спросила я Анфису. И скучно, а потом уже
Привыкаешь? Ага. Да я тушу разделала. Нам с Ричардом предложили переночевать в Яранге. Конечно же, мы согласились. После такого насыщенного впечатлениями дня никуда идти уже не хотелось. Когда стихает ветер, то незамедлительно появляются комары. Прям как северное сияние какое-то. Просто фантастические подсветки. Вот какие виды открываются с порога Яранги. Стоянка всегда выбирается так, чтобы был хороший далекий обзор, чтобы недалеко была вода и кусты для дров. В пологе есть вот маленькая дырочка на потолке. Вот так вот все под шкурами тут. И у нас такие одеяла теплые нам дали. И вот мы тут спали с Ричардом. Большой полог, все пастухи уехали на литовку, и места много. Все шкуры. Ночевали сегодня в пологе. Так хорошо, так тепло. А погодка вот сегодня немножко испортилась после вчерашних красных закатов. Но ничего. Счастливо. И вам счастливо. Спасибо огромное. Итак, мы с Ричардом покидаем гостеприимных оленеводов и идем на продолжение сплава по реке Чанталь.